Привет, друзья! В Германии начинается неделя громких решений. Одни политики требуют ограничить оплату аренды для получателей бюргергельд в Германии, другие спорят о росте цен на паспорта, а где-то в кулуарах обсуждают, не станет ли это началом новой волны недовольства. В то же время Владимир Зеленский обращается к миру с резким заявлением и делает это именно тогда, когда внимание Европы смещается на другие регионы. Китай резко отвечает Дональду Трампу, газовые терминалы в Германии бьют рекорды по наполнению, а продукты в магазинах снова дорожают быстрее, чем все остальное. И это еще не все. Новая система въезда в Европу уже меняет правила для миллионов путешественников, а в Берлине обсуждают спасение целых отраслей промышленности от банкротств. Почему все это происходит одновременно? Случайность или новая тенденция? Разберу все подробно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить главные новости последнего часа. Итак, министр труда Германии Бербель Бас, социал-демократическая партия Германии СДПГ, предложила ограничить покрытие арендной платы из средств бюргергельд, установить квадратный такой лимит. Цель – это бороться с социальным мошенничеством и вымогательскими арендодателями, используя изношенные или даже разделенные квартиры. Идея проста. Муниципалитеты получают право фиксировать максимальную цену за квадратный метр. Выше этого уровня жилье перестанет приниматься для компенсации аренды через социальные выплаты. Бас подчеркнула, так можно ограничить взятие завышенной платы за площади, где множество людей живут на маленьких участках, но получают поддержку как за полноценные квартиры. Такая мера станет частью проекта реформы бюргергельд, который Бас намерена представить в ближайшие недели. Критики предупреждают, внедрение этого лимита квадратных метров может вызвать споры о стандартах жилья и разногласия между городами и федеральным уровнем. Но в правительстве все-таки рассчитывают ограничение такой арендной платы по квадратам одним из способов сделать систему социальной поддержки более справедливой и устойчивой. И это только начало. Федеральное министерство внутренних дел Германии планирует значительно повышение платы за выдачу паспортов гражданина Германии. Для лиц старше 24 лет цена вырастет, внимание, с 37 до 46 евро. Стоимость для молодых, то есть до 24 лет, останется на уровне 22,8 евро. Также в проекте увеличение платы за так называемый экстренный проездной документ, который выдается, если обычный паспорт оказался недействительным перед поездкой. Сейчас он стоит, внимание, 8 евро, и его стоимость хотят поднять, внимание, до 32 евро. В качестве причины предлагаемых изменений ведомство называет стремление сделать систему административных услуг самофинансирующейся, то есть чтобы расходы на обработку заявлений покрывались доходами от сборов. По оценкам, изменения принесут от граждан дополнительно 9,8 миллиона евро ежегодно в виде новых платежей. Проект еще не принят окончательно, он сейчас находится на стадии обсуждения и законного утверждения. И это не единственное, что сегодня взбудоражило политику. Внимание! Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к более активным действиям для защиты от воздушных атак со стороны России. По его словам, за одну неделю по украинской территории было нанесено, внимание, более 4000 авиаударов дронами, ракетами, планирующими бомбами. Он отметил, что Москва усиливает атаки именно сейчас, рассчитывая на то, что мировое внимание сосредоточено на Ближнем Востоке. Зеленский потребовал ужесточить санкции и введение пошлин против стран, покупающих российскую нефть. Тех, кто, по его мнению, косвенно финансирует агрессию. Он подчеркнул, что такие меры могут стать ключом к прочному миру в Европе и должны идти параллельно дипломатическим усилиям. Кроме того, президент отметил, что атаки в первую очередь направлены именно на инфраструктуру, энергетические объекты, жилые районы и системы водоснабжения. Украинские вооруженные силы также зафиксировали свыше 100 дронов за последние сутки, и почти все они были отражены средствами ПВО. Однако давление со стороны российской воздушной компании остается высоким, а последствия ударов ощущаются повсеместно. Региональные перебои с электроэнергией, проблемы с водоснабжением, разрушенные жилые здания. Зеленский подчеркнул, если мировые державы не усилят давление на Кремль, эскалация продолжится. Только совместные меры, санкции, военная помощь, дипломатические инициативы могут остановить этот тип воздушных атак. А дальше еще интереснее. В Германии импорт сжиженного природного газа через терминалы достиг рекордного уровня. В первом 10-месячном периоде 2025 года через немецкие терминалы было получено, внимание, около 74 тераватт-часов газа, больше, чем за весь 2024 год.
Только за третий квартал, вдумайтесь, поступление сжиженного природного газа составило около 35 тераватт-часов, что уже эквивалентно 13,25% от всех газовых импортов Германии за этот период. При этом ранее доля сжиженного газа в первых 6 месяцах года составляла всего лишь 8%. Один из ключевых факторов роста – запуск в августе 2025 года второго плавучего терминала сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене. Также Германия вновь стала важным транзитным государством. После истечения контрактов на газоперевозки из России в Австрию потоки газа через немецкую территорию, наоборот, увеличились. Главные поставщики сжиженного природного газа – это сейчас Соединенные Штаты Америки и страны Ближнего Востока. Терминалы, расположенные на Северном море, обеспечили примерно 33 тераватта из общего объема, остальное через терминалы на Балтийском море у острова Рюген. Власти рассматривают сжиженный природный газ как важное звено нового газового баланса страны, особенно с учетом стремления снизить зависимость от традиционных поставщиков. Тем временем разворачивается новая интрига. Китай жестко отреагировал на заявление Дональда Трампа о возможности введения дополнительных 100% пошлин на импорт из КНР. В своем заявлении китайское министерство торговли обвинило Соединенные Штаты Америки в двойной морали. По версии Пекина, американская администрация использует принцип национальной безопасности как прикрытие, чтобы навязать дискриминационные меры против китайских производителей, особенно в области полупроводников и технологий. Китай заявил, что такие шаги нарушают международные цепочки поставок и ущербны для справедливой торговли. В качестве ответной меры Китай пообещал уже принять решительные меры в случае, если Соединенные Штаты Америки не окажутся от своих планов. Конкретика пока не озвучена, но Пекин не исключает усиление экспортного контроля на критические ресурсы, такие как редкоземельные металлы, которыми Китай доминирует на мировом рынке. Напомню, Трамп объявил, что новые пошлины вступят с 1 ноября 2025 года, если Китай не пойдет на уступки. Это развитие новый виток эскалации в уже обостренном торговом конфликте между двумя крупнейшими экономиками. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Цены на продукты питания растут гораздо быстрее, чем остальные. И это уже ощущают покупатели на кассах. С конца 2019 года продукты подорожали примерно на 37%. Тогда, внимание, как общий уровень цен за это же время вырос лишь около 20%. С февраля 2025 года рост цен на продукты постепенно опережает среднюю инфляцию. Даже когда общая инфляция стабилизировалась на уровне около 2%, продукты продолжают дорожать. Основная причина – это подорожание сырья, особенно масел и жиров, а также овощей, фруктов и шоколада. В отдельной категории, как шоколад, цены выросли, внимание, на 20% за год. Цены на фрукты остаются более чем на 7% выше, чем год назад. Экономисты отмечают, что структурные факторы, климатические изменения, засухи и наводнения усиливают вот это вот давление на цепочки поставок и повышают риск дисбаланса. Профессор из университета Баден-Вюртемберга предупреждает, текущий рост цен не просто цикл, часть этого тренда может закрепиться на долгий срок. В магазинах уже ощущается, траты на продукты занимают все большую часть семейного бюджета, даже если другие цены стабилизируются, продукты нет. Следующая новость добавляет огня в общую картину происходящего. С сегодняшнего дня в странах Шенгенской зоны запускается новая система въезда и выезда для граждан третьих стран, не входящих в Европейский Союз. При первом пересечении внешней границы будут автоматически фиксироваться имя, дата рождения, номер паспорта, фотография и отпечатки пальца. Вместо привычного штампа в паспорте теперь будет электронная запись в системе. Система внедряется поэтапно в течение 6 месяцев. Полная система запланирована, внимание, с 10 апреля 2026 года, тогда штампы перестанут ставить полностью. В Германии первыми терминалами станут аэропорты Дюссельдорфа, Франкфурта и Мюнхена, затем подключатся морские и железнодорожные пункты пересечения. Для граждан Европейского Союза никаких изменений не будет, они продолжают перемещаться без регистрации. Лица из стран вне Европейского Союза теперь обязаны проходить вот эту вот биометрическую регистрацию при каждом пересечении внешних границ. Цель новой системы – повысить безопасность, предотвратить фиктивные личности и выявить случаи превышения разрешенного срока пребывания. С внедрением системы въезда и выезда контроль миграции выйдет на новый технологический уровень. А вот следующая новость способна удивить даже скептиков.
В период кризисов для промышленности Германии правительство Фридриха Мерца думает, как спасти каждую отдельную отрасль от банкротства. И это касается не только автомобильной промышленности. Социал-демократическая партия Германии, СДПГ, не исключает возможности участия государства в капитале сталелитейных компаний как крайнюю такую меру для поддержки отраслей, находящейся в кризисе. В проекте внутреннего документа, который планируется обсудить на заседании фракции уже во вторник, говорится, что государственное участие может быть рассмотрено в отдельных исключительных случаях для обеспечения национальных производственных мощностей, предотвращения стратегической зависимости и инвестиций в климатически нейтральные технологии. Однако, как подчеркивается в документе, государственное участие должно быть последним тем шагом и использоваться только в исключительных случаях, а не заменой активной промышленной политики. Приоритет отдается мерам по снижению стоимости электроэнергии, таким как федеральные субсидии на электроэнергию после 2026 года и введение конкурентоспособных цен на промышленную электроэнергию. Кроме того, СДПГ требует введения четких правил «покупай европейское» для защиты от демпинга, особенно со стороны того же Китая. Канцлер Фридрих Мерц также отметил сложное положение отрасли и анонсировал проведение сталелитейного саммита. В то же время Европейский Союз рассматривает возможность повышения пошлин для защиты европейской сталелитейной промышленности. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.